Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики из солнечного Улан-Удэ. В этом видео будет самолет и, надеюсь, поезд. Но сейчас случился только полет. Возвращаюсь на чуть-чуть назад. Все началось с пробки на подъезде к Шереметьево, в которой простоял больше часа. На некоторых участках дороги были даже бордовые зоны. Кто-то не выдерживал и с чемоданами шел под дождем между машинами. Если такое будет и летом, будут опоздавшие. Лечу с Мортавия. Не смог зарегистрироваться онлайн, она у них работает не до самого конца. Как-то мало людей. На стойках только рейс в Улан-Удэ. У Смартавия получается один вечерний вылет из Шереметьево. На регистрации есть возможность не только выбрать, где сидеть, но и заблокировать место рядом. Сотрудник сказал, самолет полный, с вами рядом уже сидят. С посадочным бегу в зону контроля, так как посадка вот-вот начнется. Здесь пробка не меньше, чем около аэропорта, но двигается, не бордовая. Для прохода все прикладывают свои посадочные, и дальше сотрудник сверяет их с документами. На воротах стоят системы для считывания лиц, но еще не работают. В самой зоне контроля все распределяются по линиям. Пассажиры впереди использовали зачем-то бахилы. Какое-то нововведение. Сотрудник просил снимать любую обувь и отправлять сканер. Немного задерживал процесс и поднимала степень недовольства проходящих. Вышел в чистую зону, до вылета оставалось 30 минут, и посадка, скорее всего, уже началась. Выход 104. Это будет автобус. Он находится на первом этаже, слева на эскалаторе вниз и немного пройти между очереди на 103 выход. У каждого проверяли еще раз ручную кладь и держали наготове терминал для оплаты, если он не соответствует правилам. Это, оказывается, был уже второй автобус, на улице шел дождь. Уже около самолета, ждал, когда откроются двери. Водитель открыл только одну из всех, что создало некоторое замешательство у пассажиров. Оу, передо мной Boeing 737-800, на котором у меня был полет пару лет назад в Калининград. Ссылку на это видео оставлю сверху, вдруг вы не смотрели. Самолет 2009 года выпуска, один из 9 800 летающих на сегодняшний день в авиакомпании. Автобус не уехал после высадки и позволил ждать внутри тем, кто не хотел промокнуть. На входе в салон пассажиры не спешили пропускать других, поэтому очередь двигалась медленно. Взгляд на самолет перед полетом. Мой небольшой ритуал, как у других дотронуться. Шаг кресел, хоть и маленький, за счет искривления спинки и отсутствия кармана более-менее комфортно. Посмотрим, как будет в долгом полете. В салоне работали 4 бортпроводника. В задней части Аркадий и Диана помогали с ручной кладью и отвечали на вопросы. На связь вышел командир, представился Кадыровым Русланом. Сообщил время полета 5 часов и 10 минут. Бортпроводники провели быструю инструкцию по безопасности, а мы в этот момент уже подъехали к взлетно-посадочной полосе. Пропустили 3 семерки, который полетел в Бангкок. Потом на соседнюю полосу сел аэробус, но он почему-то не отображался на флайт-радаре, и мы начали взлет. Из-за плохой погоды в районе Шереметьево минут 10 с момента взлета были небольшие горки во всех плоскостях. Вверх-вниз, вправо-влево и перемешать. Заняли крейсерский эшелон. Опять вышел на связь командир, который рассказал много интересной информации. Сейчас с вами будем пролетать севернее Нижнего Новгорода, также пролетим севернее Казани. Сегодня мы пролетим прямо с вами над городом Пермь, также пролетим Красноярском. И рассчитываем с вами прибыть в аэропорт города Улан-Удэ 7 часов 45 минут. В это время пассажиры активно начали вызывать бортпроводников. Самая частая просьба – принесите воду. Посмотрите, как много горит огоньков. Это означает, кто-то вызвал на этом ряду. В момент покупки билета выбрал дополнительное питание. Список внушительный, даже кошерное. Остановился на лососе с рисом за 749 рублей и стакане чая за 149. Заказанное питание пассажирам разносили в первую очередь. Одно но. Еда была не в привычной алюминиевой косолетке, а в какой-то бумажной тарелке. На вкус отлично и сытно. Еще была шоколадка, ее не съел. Дальше началась продажа закусок, напитков и еды для всех остальных. Билет купил на сайте авиакомпании за несколько дней до вылета. Стоимость перелета на ближайшие дни была 6190 рублей за тариф без багажа. Дополнительно выбрал место в конце салона, около окна, за 499 рублей. Дорогой выбор мест, конечно, если сравнивать с Победой и даже Аэрофлотом. Очень скоро стало светло, но пассажиры почему-то не закрывали шторки. Кто-то спал, кто-то тоже спал, как будто летит первым классом. Туалет чистый, все необходимое присутствовало. В прошлый раз, кажется, не было мыла. Бортпроводники следили постоянно за его чистотой. Час до посадки пассажирам еще раз предложили платные снеки и напитки. Можно было заплатить картой через мобильный терминал. Интернета на борту нет, зато есть хорошая Wi-Fi система с доступом к фильмам, сериалам и мультфильмам. Есть еще услуга
Можно посмотреть, какое место свободно, и пересесть на него с доплатой прямо на борту. Потом увидел, что что-то не так. Показывает, мы летим на А320 Neo. В это время под крылом озеро Байкал. Уже начали снижение. Опять выходил на связь командир и рассказывал много информации о завершающей части полета. На горизонте открылась панорама хребта Хамар-Дабан с вершинами, превышающими 2000 метров. На посадке самолет задел зону гор, когда можно было рассмотреть даже деревья, а потом началась бескрайняя бурятская равнина. Вот это мне повезло. Пролетаем сердце буддизма России и Волгинский Дацан. Читал он не только храм и место паломничества, но и центр обучения. Один из главных туристических мест региона. Жаль, в этот раз не успею посетить. Конечно же, продолжительные аплодисменты после посадки. Сели плавно. За окном строительство нового терминала и несколько самолетов на перроне. В Улан-Удэ 2 раза в день из Москвы летает S7, но цены у них раза в 3 дороже были на мои даты. Не доезжая конца полосы, развернулись с видом на утренний город. Местное время 7 часов 35 минут. На холмах много частных домов. Наверное, они видят посадки самолетов как на ладони. Недолгое руление, и вот уже нас поставили на стоянку и установили колодки. Сразу же сотрудники ставят конусы, служащие индикацией безопасной зоны вокруг самолета. Сзади подъехал заправщик с прицепом. Для такого длинного полета на 737 нужно много топлива, в среднем минимум 16 тонн. За ним появился ЗИЛ с большим открытым кузовом, в который начали вгружать багаж пассажиров, аккуратно складывая у бортов. На 737 лететь даже 5 часов утомительно. Кресла в ноги не давят, но все равно места немного. Хоть перелет технически ночной, поспать не получилось. Сначала долго отвлекает первая часть продажи напитков и еды, потом уже рассвет, и в салоне стало светло. Нужно в следующий раз не забыть взять с собой маску для глаз. Работа бортпроводников отличная и незаметная. Еще раз отмечу командира, который активно коммуницировал весь полет. Выхожу из самолета и как будто на остановку общественного транспорта. Все ждут автобуса, но он не едет пока. 737 ну просто красавец. Его подготовят к обратному полету, сменится экипаж и через час улетит в Москву. На перроне работали 2 автобуса и оба были заняты. Ждали минут 5, у одного пассажира не хватило терпения, и он решил пойти пешком к выходу через перрон. Так чуть ли не начался конфликт с привлечением полиции. Вдалеке стоял грузовой Boeing 757 авиакомпании Aviastar II. Прилетел накануне днем из Якутска. А вот и автобус. Все зашли, буквально проехали несколько десятков метров и уже добрались к выходу в терминал, который встретил табличкой с запретом фото и видеосъемки. Ну как же так-то? Все заходят в небольшой зал прилета с отдельной зоной выдачи багажа. На выходе стоит молитвенный барабан как раз из Дацана, который не смогу посетить. Аэропорт Улан-Удэ носит название Байкал. Типовой терминал советского времени с минимальным количеством изменений на сегодня. Даже вывеска сохранилась. Наверное, ночью светится неоновым светом. Выглядит все волшебно. Внутри классное панно. Посмотрел в интернете, его создал бурятский архитектор Джейран Уланов в 1983 году, и его название «Космос». К сожалению, мозаика не является объектом культурного наследия, и скоро мы можем ее потерять навсегда. Сам терминал небольшой, кажется, максимум, что может переварить, это 2 вылетающих рейса. Новый терминал обещают открыть уже в этом году. Надеюсь, знак запрета фото и видеосъемки поставят в нем на самом видном месте. В Бурятии раннее утро. Решил добраться в центр на автобусе. Остановка находится напротив выхода из зоны прилета. Проезд на автобусе стоит 30 рублей. С небольшими пробками до города доехал за 40 минут. Остановился в отеле «Сибирь». Находится в центре города в здании, похожем на торговый или бизнес-центр. Вход в него сбоку. Взял одноместный номер с удобствами. Кровать на одного человека. Давно такого не встречал формата. А рабочая зона со стулом – это большой плюс. Большая ванна, а не душевая, и огромное панорамное окно с видом на половину города. Ну вот аэропорт с другой стороны оказался. Обратно вылетаю из Иркутска, до которого нужно добраться на поезде. Билеты не купил. Сделаем это вместе с вами, когда я буду в отеле. СВ, купе или плацкарт.
Видео началось с самой известной достопримечательности Улан-Удэ – памятнику Ленину. Находится в центре, установлен в 1970 году в честь столетия со дня рождения вождя. Весит 42 тонны, самая большая голова в мире. Выглядит внушительно. Большая и пустынная площадь. На ней размечена парковка, но машин нет. Напротив красивое здание, культурное сокровище города. Театр оперы и балета, основанный в 1939 году. Архитектура совмещает советский модернизм и национальные мотивы. Встречается много рекламы туров в соседнюю Монголию. Расстояние с Улан-Батором около 560 километров. Город немного холмистый, в центре строится много новых домов, но и старая архитектура сохраняется. В Улан-Удэ есть еще один аэродром, Восточный, на который постоянно садились и взлетали транспортные Ил-76. Там же находится авиационный завод, который производит всем известные вертолеты Ми. Когда было свободное время погулять по городу, отправился на пешеходный Арбат в центре. Здесь, как и в любом городе, уютная улица с кафе и магазинами. Когда будет тепло, будет еще лучше. Арбат ведет к центральному универмагу, площадка перед которым вечером превращалась в целую спортивную арену для волейбола. С другой стороны, выступали уличные артисты. Здесь же находится необычная инсталляция современного бурятского искусства. Один раз перекусил в кафе, в которое зашел, потому что понравилось название. Приятный интерьер, дружелюбное обслуживание и отличные цены, если сравнить с Москвой. Драники с лососем получились на 10 из 10. Бурятия славится, конечно, не жареной картошкой. Пройти мимо национального блюда бузы у вас не получится. Не знаю, как это назвать – ресторан, кафе или столовая. На входе находится касса, представлено небольшое меню. Одна буза стоит 60 рублей. Продаются в готовом и замороженном виде. Мне дают номерок, выбираю свободный столик. Здесь же в комнате находится какая-то часть кухни, как в доме в деревне у бабушки. Заказал 2 салата, их принесли сразу же. Винегрет был непривычный, так как размеры ингредиентов были больше по размеру. А вот салат с капустой получился свежайшим и необычным на вкус. Жемчужина кухни – бузы. Официант объяснил, шенехенские отличаются от бурятских более круглой и плоской формой, а также они еще могут после пароварки их пожарить, но по запросу, плюс какая-то небольшая разница в начинке. За столами вокруг все брали в среднем по 5 штук на человека. На этой улице можно идти и пробовать по одной бузе в каждом доме с вывеской. Точно в самом конце будете сытым. Увидел колонку, как в детстве, еще и в рабочем состоянии же. После буз вполне можно запить и набрать с собой в бутылку. В городе передвигался преимущественно на трамваях. Ходят часто, пробки им не страшны, стоимость проезда 25 рублей, можно платить пластиковой картой кондуктору. Хотел купить билет на поезд накануне вылета, но уснул. Сейчас почти 5 утра, хотел сказать, пора выезжать в аэропорт, но пора выходить на вокзал, а еще нужно купить билет. Захожу в приложение РЖД, Улан-Удэ, Иркутск. 2 поезда в 7:20 и в 7:30 утра, есть СВ, купе, плацкарт, много мест. Заранее нельзя понять, как я понимаю, в какую сторону будет смотреть купе, потому что поезд идет красиво над Байкалом. Меня купе, наверное, устраивает. 88 мест. Давайте спустимся в самый последний вагон. Обычно там больше всего мест. 31. Классно. 2 целых свободных купе. Возможно, мне повезет, и я буду ехать один. Вот, например, 2 свободное купе, 17 мест, 3254 рубля, 974 бонуса. Полностью устраивает. Покупаю. Через 15 минут после покупки билета выписался из отеля, разбудив сотрудницу на ресепшн, и решил пойти пешком до железнодорожного вокзала. Карта показывала, прогулка займет около 20 минут. Почему бы не сделать небольшой круг и не посмотреть еще раз на центральный памятник города, когда никого нет? Все-таки огромный и величественный этот бронзовый 40-тонный Владимир Ильич. А теперь навстречу солнцу на вокзал. Забыл сказать, почему начал видео с описания города как солнечного. Командир Смартавия, когда самолет приземлился в Улан-Удэ, сказал: «Добро пожаловать во 2-й по солнечности город России». В интернете посмотрел расследование Росгидромета и удивился. Владивосток на 1-м месте в России по среднему количеству солнечных дней в году – 190. На 2-м месте Улан-Удэ – 117 дней в году можно загорать. На 1 день меньше в Южном Краснодаре.
закрывает пятерка Уфа и Омск. Против вокзала небольшой музей. Первый стоит электровоз ВЛ-60, где ВЛ — это аббревиатура Владимир Ленин, а 60, конечно же, год, когда он был разработан. Включенные фары или буферные фонари с прожектором и поднятый пантограф дает ощущение, вот-вот он отправится в рейс. Следующий памятник паровозу серии Л — Лебедянка. Состояние отличное, как будто готов сегодня отправиться со станции. Конкретно этот экземпляр был построен в 1953 году и даже работал с середины 90-х с туристическими поездами. Достиг цели. Железнодорожный вокзал. Здание выглядит красиво. Вход есть как с первого, так и со второго этажа. Если поехать налево, будет Чита и Хабаровск, направо Иркутск и Красноярск. Внутри здания больше сотрудников безопасности, чем пассажиров. От нечего делать досматривали каждого не хуже, чем перед посадкой в самолет. До прибытия моего поезда номер 9 еще около 40 минут. На какой путь он прибудет, неизвестно. Пошел гулять по вокзалу. В такую рань работала кофейня, где был хороший выбор выпечки и простых закусок. Взял сочник с творогом и чай за 105 рублей, из которых 5 стоил лимон. На вокзале впечатляет количество путей. На одном стоял целый почтовый поезд, где-то маневрировали тройные и еще сдвоенные тепловозы. Глаза разбегались за всем этим смотреть. С третьего пути отправляется поезд номер 2 «Россия» во Владивосток. Ему еще ехать 2 дня и почти 22 часа. Освободившийся путь открыл вид на поезд в Наушке и громко сработающий дизелем односекционный грузовой тепловоз 2ТЭ-10МК. Рядом с ним стояла местная опытная собака, которую никак не смутил подошедший поезд из Читы, зато он испугал меня громким гудком. Интересный вагон. Похож на какой-то туристический, чтобы удобно было смотреть на красоты вокруг. Подошел посмотреть, а это вагон-лаборатория, предназначен для автоматизированного контроля и оценки состояния геометрии рельсовой колеи и железнодорожной инфраструктуры в реальном времени. Ничего себе, а для туристов-то можно? С четвертого пути отправился почтовый поезд. На нем все таблички имели разные города: Тында, Якутск, Владивосток, Хабаровск. Спустя несколько минут под грохочущий звук грузового состава через несколько путей появился вдалеке мой поезд. Информатор сделал объявление: нумерация вагонов с головы поезда. Значит, мой 31-й вагон будет где-то в самом конце. На станцию состав завел электровоз ЭП-1П, который может развивать до 160 км в час скорость. Первый вагон был грузовым. За ним пошли пассажирские, но не самые современные модели, не такие, как были на ушедшем составе во Владивосток. В интернете прочитал, поезд является бюджетным вариантом поезду «Россия». В нем вагоны, которые лет 10 назад работали на флагманском маршруте. Посмотрим, как будет. Отлично, 31-й вагон остановился около меня. Он почти последний, есть еще 2. Стоянка поезда 30 минут, можно не спешить. Так, у меня, по-моему, последний 31 и 17 пока свободный. На входе проводник сверяла паспорт с данными в своем устройстве и фотографию с моим лицом. Объяснила, сейчас время такое. Сказала идти в купе номер 5 и что вагона ресторана в поезде нет. Состояние вагона не самое свежее. Горит тусклое освещение. В полутьме почувствовал тепло от нагретого титана. Около него под клеенкой лежали шоколадки и какие-то товары на продажу. Светлый коридор и купе номер 5. Интересная раскраска салона и какая-то узкая зона для сна. На столе лежит один комплект постельного белья. Сразу проверяю, есть ли розетки для зарядки устройств. Да, 2 в нише под столиком. Смотрю, что еще есть. Освещение и несколько пустых ящиков. Кажется, в других поездах в одном из них находится сейф. Но этот поезд не флагманский же. На шторке стояли какие-то карточки. Принял за визитки. Это ключи для закрытия купе. С другой стороны, белые занавески на рейке. Винтажненько. За окном огромные локомотивы тянули бесконечные грузовые составы. Один ехал минут 5. Сколько максимально может быть у него вагонов? На подоконнике была влажность и грязь, да и стекла оказались пыльными с 2 сторон. За пару минут до отправления проводница громким голосом сказала на весь коридор: «Если есть провожающие, им пора покинуть вагон», и дополнительно проверила каждое купе. Ровно в 7:20 поезд плавно тронулся со станции. Следующая остановка, город Бабушкин, будет через несколько часов. Долго проезжали стоянки тепловозов, электровозов и даже памятник паровозу. Улан-Удэ, наверное, центральная станция в части тягового состава для этого участка дороги. Вагон был развернут так, что Байкал будет виден из коридора.
не повезло. В связи с отсутствием вагона-ресторана, не дожидаясь предложения от проводника, сам сходил за чаем и купил пищу богов – картошку Ролтон. Ну согласитесь, в поезде ее вкус улучшается в десятки раз. За окном проезжали мост через реку Селенга, и была неплохая скорость. Не 160 км в час, конечно, но быстро. До меня в какой-то момент дошло. Кровать же получается из спинки, в которой также находится матрас. Со второго этажа достал только подушку, предварительно понюхав ее на чистоту и сырость. Одеяло решил не брать, в вагоне тепло. Вскрыл пакет с бельем, полотенце в сторону, несколько движений и белоснежная мягкая постель на ближайшие 7 часов готова. Никакой сырости, на ощупь мягкая и хрустит. Все-таки хорошо ехать одному в купе. До Байкала пару часов. Попробую поспать под подсчет столбов и стук колес. Идеальное состояние путешествия поездом. Проснулся, выглянул в окно посмотреть на величественное озеро и удивился. Не ожидал увидеть лед и зиму. Сказала проводница, что Байкал растает не раньше середины мая. Не знал про это. В дополнение к этому за окном шел снег. Другая проводница провела мне целую мини-лекцию. Такое происходит, потому что озеро глубокое и высокая тепловая инерция. Медленно нагревается и медленно остывает. Еще суровая зима и мало ветра из-за гор вокруг. Все вместе дает то, что в конце апреля еще преобладает белый цвет вокруг. Давайте сходим, посмотрим в туалет. В этом вагоне их два, в начале и в конце. Не самый современный дизайн, запахов нет и все средства гигиены на месте. Скорость движения стала ниже, мы подъехали к первой остановке, станция Мысовая города Бабушкин. Стоянка всего 2 минуты, но так как поезд приехал чуть раньше, будет 4. На этой станции будут продавать рыбу, сказала проводница, омуль и другие, но на платформе было пусто. Расстроился. Может быть, в более теплое время или этот бюджетный поезд не пользуется интересом у продавцов. Отправились от станции, виден маяк Мысовой. Сюда, с другого берега, до открытия Кругобайкальской железной дороги в начале прошлого века приходили железнодорожные паромы, как их называли, морское звено Транссиба. На следующей станции Байкальск стоянка была тоже 2 минуты, и никого не было. Даже перрона не хватило. Длинный поезд какой-то получился. В летнее или осеннее время путешествие на этом дневном поезде может стать эстетическим приключением. Следующий вагон поезда под номером 32 был почему-то синего цвета. Давайте заглянем в него. Он оказался плацкартным и практически пустым. Отличительной особенностью было то, что вагон был чистым. В окна приятно смотреть. Какой-то он не родной основному поезду. В тамбуре висела разгадка в формате «Железные дороги» ФИТ промышленности Якутии. Это 2 прицепных вагона Нижний Пестях, Иркутск. Вагоны еще старше, в них работают санитарные зоны. Поход в туалет нужно планировать по минутам. Эти деревянные вставки в дизайне – просто огонь. Где-то через полчаса после Байкальска, подъезжая к станции Слюдянка, появился другой берег. Это самая южная точка озера. На Слюдянке поезд поставили на какой-то дальний путь, где кроме товарников ничего не было видно. А вот шаг кресел, размер полки такой, что до стенки ногами не достаю, и много места справа и слева. Впереди меня ждет горный перевал, один из самых живописных участков на пути в Иркутск. Поезд извивается по множеству красивых поворотов, проникает в длинные и короткие туннели, покоряя высоты горного массива. Каждый километр маршрута открывает все новые захватывающие виды на горы, долины и, конечно же, великолепный Байкал. Получается, от окна не оторваться. Настоящее пиршество для глаз и несомненное вдохновение. На соседнем пути стало много товарных поездов, которые шумно пролетали в противоположном направлении. За полчаса до прибытия проводник попросила сдать белье. Сделал все в обратном порядке. Снял простынь, сложил в кучу, в старый пакет не смог запихнуть и закрыл полку, возвратив ей вид кресел. За окном теперь долго-долго обгоняли длинный грузовой состав, двигавшийся в попутном направлении. У него был 3-секционный локомотив. На станцию Иркутск поезд приехал по расписанию. У него здесь тоже, как и в Улан-Удэ, долгая стоянка. Те, кто идут дальше, могут даже успеть сбегать в город. Глядя на пустые купе, это конечная станция для большинства пассажиров. На их место приходят новые. Спросил проводника. Она сказала, от Владивостока до Москвы едут прямо единицы пассажиров во всем поезде.
На первом пути стоял грузовой состав и загораживал вид на вокзал. Для выхода нужно было пройти через подземный переход. Смартфон показывал, трамвайная остановка находится сразу напротив выхода из вокзала. Она была отмечена знаком на проездной дороге. Как только подошел трамвай, со всех сторон появились пассажиры. Маршрут номер 1. Не знаю, куда и откуда идет. Главное переехать мост через большую железнодорожную развязку и реку Ангару. Скорость трамвая медленная, и его сильно трясло. Вышел, проехав несколько остановок, и оказался в центральной части города. Мне Иркутск напоминает чем-то Санкт-Петербург и чем-то Москву. Несмотря на солнце, температура на улице была еще не весенней. Свернул на пешеходную улицу Урицкого и медленно пошел в ее конец. В субботу, ближе к вечеру, было немноголюдно. На улице играли и пели различные уличные музыканты, и несколько раз встречал, как снимали групповые короткие видео. Это какая-то популярная группа. А иногда город мне чем-то напоминал даже Владивосток. Встретил самое высокое сооружение в городе в 1901 году – пожарная каланча. Прекрасно отреставрирована, в ней находится музей пожарной охраны. Иркутск контрастный, в центре много деревянных домов в отличном состоянии. На остановке дождался автобуса в аэропорт, который находится в черте города. Автобус, кстати, похожий как в Петропавловске-Камчатском, со сдвижной дверью. На остановке аэропорт вышел буквально на газон. Хорошо, что сухо, иначе сразу бы в грязь. Здание терминала находится напротив. Нужно перейти еще несколько дорог. Уже на зебре замечаю. На этом здании написано «Аэропорт». Логично. Поворачиваю голову направо и вижу. На соседнем здании тоже написано «Аэропорт». Уже нелогично. И никаких обозначений, где правильный аэропорт или терминал. Был неправ. Посередине между зданиями есть маленькая табличка. Налево международные рейсы, направо внутренние. Большой плюс, хоть много колючей проволоки, можно посмотреть на самолеты. Суперджет Якутии, прилетевший из Якутска и готовится к первому рейсу в Алматы. Дальше стояли Л-410 авиакомпании «Сила» и видны хвосты Ан-24 авиакомпании «Ангара». Накануне прочитал, как китайский генконсул сравнил аэропорт Иркутска с автобусной остановкой. Стало интересно проверить, так ли все плохо. Сразу вижу много лавочек около входа в терминал. Где вы еще видели такое? Однозначно плюс. На входе заботливо сообщают о том, как избежать очередь, пройти через соседний вход. Точно не хочу стоять, пойду туда, где быстрее. Прохожу 15 метров к дверям, а они закрыты. Ну как так? Так заботливо же все начиналось. Внутри, конечно, все компактно, чисто и немного пассажиров. Поэтому на этот момент выглядит отлично. А где вы видели в последнее время авиакассы, в которых пассажиры сидят на стульях? Они заглядывают, стоя в окошко. Все указатели на русском, английском и китайском. Там, где не работает, приносят извинения. Клиентоориентированность. На первом этаже небольшая зона регистрации. Сейчас пустынно. Регистрация на мой рейс начнется через минут 15. Есть отдельные стойки для летящих бизнес-классом. На втором этаже зона с креслами для ожидания. Она проходит через весь терминал от одной лестницы до другой. Конечно, такой терминал не предназначен для обслуживания одновременно большого количества вылетов, но и сравнить с автобусной станцией как-то неправильно. Может быть, он имел в виду международный? Около стоек регистрации появились пассажиры. На экранах крутили рекламу с вакансиями на Иркутском авиационном заводе, который производит МС-21. В бизнес-зал решил не идти, а посмотреть, насколько автобусно в общем зале. На втором этаже прошел быстрый контроль, и вот, много-много свободных кресел в разных уголках чистой зоны. На стенах встречаются розетки для зарядки устройств. Рядом идет строительство нового терминала. Пишут, что в октябре 2024 уже будет готов. Объявили посадку на мой рейс. Выход с первого этажа и дальше автобус. Спускаюсь по лестнице и получается так, захожу первым во второй автобус, а может даже в третий. Со мной ехали человек 15 всего. Едем мимо Эмбраера авиакомпании «Сибирь», который готовится вылететь одним из нескольких ежедневных рейсов в Новосибирск. Дальше два самолета авиакомпании «Ир Аэро». Малыш CRJ, который по данным Flight Radar редко летает, и четвертый серийный суперджет 2011 года выпуска, который прилетел из Талакана. За ними два Ан-148 авиакомпании «Ангара», которые с 2020 года находятся на хранении по причине разукомплектованности. Надеюсь их увидеть в небе в будущем. В своей жизни один раз летал на Ан-148, когда их использовала авиакомпания «Россия». В Москву возвращаюсь вечерним рейсом Аэрофлота, который будет на Боинге 737-800. Несколько минут стояли в ожидании, когда разрешат открыть двери. Билет был куплен за неделю до вылета за 14 117 рублей, тариф без багажа. Рейс выполняет борт 2015 года выпуска, новым передан с завода в авиакомпанию. Из-за долгого рейса выбрал первый ряд, на нем шаг кресел практически бесконечный. На взлет порулил суперджет Якутии, который видел раньше, первым рейсом в Алматы. Отогнали трап,
быстро запустились. Командиру показали палец вверх и руку вперед. Можно начинать руление. КВС представился: Сидоренко Сергей. Время полета в Москву займет 6 часов и 10 минут. Взлетать будем с 30-й полосы в сторону города. Удачно получилось с местом слева, но плохо, что низкая облачность и город, скорее всего, не увижу, и сразу после взлета будут облака. Самолет использует всю длину полосы, для этого нужно проехать и развернуться в специальном кармане, а после этого начать разбег. Через минуту после взлета облачность стала меньше и открылся вид на Иркутский авиационный завод и его взлетно-посадочную полосу. Именно в этих цехах собирают сейчас новый МС-21. На перроне, кажется, стоит грузовой Ан-12. Удобство рейсов на запад, что вылет в 19:20, а прилет в Москву в этот же день в 8:30, еще весь вечер впереди. На ужин был выбор между курица с рисом и говядина с булгуром. А еще нарезка, салат и медовик. Из всего съел только десерт и выпил чай. Во время полета солнце то было с левой стороны самолета, но потом переместилось на правую. В салоне в каждом кресле были розетки и система развлечения через Wi-Fi. 6-часовой полет на 737 не самый комфортный. Устаешь больше, если сравнивать с широкофюзеляжным самолетом. 2 часа в самом конце самолет постоянно летел в состоянии непрекращающегося заката. В салоне было включено освещение, которое называется Sky Interior, как в космическом корабле каком-то. Самая главная забота бортпроводников была приносить пассажирам стаканы с водой. На 5-м часу полета увидел внизу большую реку, присмотрелся и сам определил – это Волга, а мы прилетаем в город Казань. За ней была видна, как змейка, трасса М7. На посадке открыли шторки, и можно было заглянуть в полупустой салон бизнеса, где в каждом кресле есть индивидуальные мониторы. Закат провожали дальше на запад и начали снижение для посадки в Шереметьево. Не очень было удобно снимать посадку из-за работающего освещения. Зарулили на стоянку напротив ремонтных ангаров. Проехали мимо 777, который готовился к вылету в Шанхай. Нас, скорее всего, не поставят по телетрап. Так и оказалось. Обычный трап и ехать на автобусе в терминал. Хорошо, если не будет пробки на выход. Удивительно, очереди из автобусов в этот раз не было. Заказал такси, и приложение показало: нужно идти к столбу Б13. Чем дороже класс такси, тем ближе к терминалу теперь. А вот и моя машина. Вперед, домой спать. В голове еще стук колес поезда. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам оно понравилось. С вами был Олег Ремов. Монтировал видео и увидел, что у девушки, которая зашла в автобус, в переноске была не собака или кошка, а был кролик. Она летела с кроликом. До этого никогда такой не встречал.